В Санкт-Петербурге продолжается расследование падения пассажирского автобуса в реку Мойку. Из 9 человек, находившихся в автобусе, выжили только 2 – водитель и 1 пассажир. Уже возбуждено 2 уголовных дела. Под стражу взяты начальник автоколонны, обслуживающего маршрут, и водитель автобуса Рахматшох Курбонов. Это трагическое событие вызвало бурную реакцию общества. Люди задаются множеством вопросов как и почему, на которые пока нет однозначных ответов. Все это и обсудим в данном выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Эта трагедия произошла днем 10 мая в самом сердце исторического Петербурга. На кадрах уличных камер видно, что автобус двигается по набережной нестабильно, он виляет, выезжает на тротуар, сносит ограждение и сбивает массивные якоря у военно-морского музея, каждый из которых весит 2,5 тонны. Затем, как будто обезумев, автобус направляется на Поцелуев мост, таранит встречные автомобили, ожидающие зеленого сигнала светофора, и, развернувшись на 90 градусов, сносит ограду моста и падает в мойку кабины вниз. Через несколько секунд из воды видна только крыша автобуса. На мосту быстро собрались люди. Имена спасателей, которые первыми прыгнули в воду, стали известны уже в тот же день. Это строители из Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Именно они вытащили из люка единственного выжившего пассажира, Александра Тверетнева. Он ехал в автобусе с женой, держал ее за руку, но потом потерял связь с ней. Салон мгновенно заполнился водой, рассказал Александр в больнице. Пытался ногами выбить стекла, но не получилось. Прислонился губами к потолку, чтобы собрать остатки воздуха, и стал двигаться вперед по поручням. Было темно, потом яркий свет, и меня вытаскивают ребята. Крепкие, спортивные, все мокрые, как и я. Огромное им спасибо. В тот день в Петербурге было всего плюс 8 градусов, и несколько спасателей, прыгнувших в холодную воду, получили переохлаждение. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился представить этих людей, а также капитана прогулочного судна Яна Карасева к ведомственным наградам. Спасатели и медики прибыли на место происшествия довольно быстро. 4 пассажиров доставили в больницу в состоянии клинической смерти, 2 в тяжелом, но еще живыми. К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли. После аварии полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, касающейся нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 2 и более лиц. Подозреваемым стал водитель Рахматшох Курбонов. По информации СМИ, он утверждает, что у автобуса отказали тормоза. В день трагедии, по словам его супруги, Курбонов работал с 5 утра и вернулся домой только в 2 часа ночи. Он сказал, что его снова поставили в график. Уже в 7:30 ему позвонили, и он снова отправился на маршрут. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, ссылаясь на перевозчика, сообщает, что у водителя накануне был 12-часовой рабочий день, из которых 8 часов он провел на линии, а остальное время отдыхал. Перед роковым рейсом мужчина прошел медицинское освидетельствование. Исправность автобуса была подтверждена государственным техобследованием 7 мая. Однако следователи пришли к выводу, что водителю в течение нескольких дней не предоставлялось необходимое время для отдыха. Пассажиры, которые вышли из автобуса до аварии, рассказали, что водитель выглядел нервным, разговаривал с кем-то по видеосвязи и вел автобус резко, как старую маршрутку. Люди делали ему замечания, но он не реагировал. На видеозаписи видно, что Рахматшох Курбонов не спал и разговаривал по гарнитуре. Таким образом, усталость и недосып, вероятно, не единственные причины случившегося. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии. Второе уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемым стал начальник автоколонны общества с ограниченной ответственностью такси, который должен был следить за соблюдением баланса труда и отдыха водителей. Интересно, что по данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, с 2022 года компания была оштрафована 23 раза на общую сумму в 3,6 миллиона рублей. Почему она продолжала перевозить людей, остается вопросом. Примечательно, что компания целенаправленно набирала именно приезжих специалистов и придерживалась этой стратегии уже несколько лет. Виновных в трагедии определит суд. Однако многие петербуржцы уже сейчас считают, что одной из причин происшествия стала жадность. Мигранты готовы работать на любых условиях, чем и пользуются перевозчики, ставя под угрозу жизни пассажиров. Многие, между тем, уверены, что водитель намеренно направил автобус в воду. А теперь давайте ненадолго вернемся к моменту, когда автобус еще только упал в воду и начал быстро тонуть.
Известно, что по какой-то причине водитель не открыл двери пассажирам, выплыл первым и никому не помогал, как сообщают некоторые СМИ. В то же время в других источниках говорится, что водитель помогал другим выбраться. Давайте не будем доверять слухам, а будем проверять факты. Недавно появились кадры первых минут после падения автобуса, на которых видно, что действительно происходило и как вел себя водитель Курбонов. Итак, на первых кадрах мы видим ситуацию спустя примерно 30-40 секунд после падения автобуса, и видно, как несколько человек сразу же спрыгнули с моста, чтобы помочь. Через 30 секунд первый смельчак уже забирается на крышу автобуса и пытается помочь людям, находящимся внутри салона. Еще через 20 секунд из воды на крышу автобуса выбирается водитель Курбонов. Остальные пассажиры пока что находятся в салоне. В воду начинают сбрасывать спасательные круги. Проходит еще около 40 критически важных секунд, но никого достать пока не удается. Водитель просто стоит. Через пару мгновений камера начинает снимать немного левее, и видно, что на крыше работает около 5 человек. Одного из пассажиров удалось достать. Ему делают искусственное дыхание. Водитель просто наблюдает. А ведь мог бы подсказать, например, что сам он выбрался через лобовое стекло, которое разбилось, и тем самым существенно облегчить процесс. Ведь пассажирские двери водитель не открыл, люди оказались просто заблокированы. На следующем кадре с каждой секундой шансы на спасение людей таяли, ведь люди без кислорода уже около 2 минут. Курбонов по-прежнему стоит. И далее картина не меняется, шансы на спасение людей уже практически равны нулю. Что касается судьбы водителя-мигранта, то в воскресенье, 12 мая, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал Рахматшоху Курбонову меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В тот же день против него возбудили еще одно уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. По данным пресс-службы Следственного комитета России, в ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале-марте 2024 года Курбонов за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал не менее 10 иностранных граждан в своей квартире. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства преступления. А пользователи в социальных сетях задаются вопросами. Как Курбонов, не зная русского языка, смог получить российское гражданство? Почему он смог выступать принимающей стороной для других мигрантов, помогая им легализоваться? Как без знания языка он смог получить водительские права и потом управлять общественным транспортом? Почему водитель, выбравшись сам, не предпринял ничего для спасения пассажиров? И как вообще получилось, что людей утопил водитель Рахматшох Курбонов, начальником которого был Джихангир Адалет Аглы Халилов? А спасателями стали прохожие Идрис Гаджиев, Шавбан Джабраилов, Мухаммад Гасанов, Илхом Эргашев и Ирхан Аханов. Это точно в России? А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!